Если я не ошибаюсь, уже триллиард блогеров на ютубе выставили свои ролики на тему выживания в Форесте, но игра-то обновляется. Тот или иной раз в нее добавляют новые плюшки, поэтому welcome на мой канал и погнали. Снова и в последний раз мы возвращаемся к игре Sons of the Forest, и в этом ролике я оперативно покажу, как я проходил ее и как ее можно пройти оперативно, да еще и по стелсу. Тут уже кому как угодно. В этой игре появляемся мы всего в 3 точках, то есть проще, чем в Форесте, где вы можете упасть в абсолютно разных точках, но, как правило, там одна. И карта меньше этой версии в несколько раз. Здесь их 3. Остров, гора, всегда почему-то там появлялась, и лес для любителей хардкора. Так как я не люблю жестких прохождений, на человеческой сложности тяжело, мое тело просыпается летом лицом в снегу, будет товарища по несчастью, не забывает указать ему, чтобы шел за мной, и вместо того, чтобы обустраиваться, мчит на всех вверх по склону горы. Забегает сразу же в первую пещеру, где нас ждет немного лута для нашего благоприятного прохождения. Ничего сюжетного здесь нет, только лут. Да, еще вы можете взять сохранку в палатке и бегом двигать дальше. Почему так быстро? В первые дни пребывания на острове еще нет тех орд местных интеллектуалов, которые будут попадаться эдак в 80-й день. После осмотра всех тех, кому повезло чуть меньше, чем нам, бежим, что есть сил, к первой сюжетной локации сталкера, так сказать, пробегаем по всем вертолетам. По дороге лутуем все, что можно залутовать, будь то камни, палки, ягоды, сделаем несложный лук, и мы уже можем за себя постоять. Затем, чтобы сильно не тревожить местных обезьян, идем вдоль водоема и таки попадаем на первый точка лут, где нас ждет бутылочка свежего вина, веревка и мыло. Еще будет спящий воин, у которого необходимо забрать GPS и парочку бутылок водки. И задерживаемся, мчим дальше, на вторую сюжетную точку, прямо в море. Попадаем мы туда так же быстро, мча вдоль той же реки. Добираемся до края карты обязательно с этой стороны, так вы соберете свежий лут и быстрее попадете к лодке. Также здесь обитает море птиц, а значит есть еда и перья для стрел. Живший пару лет назад я в общаге облизнулся. Также возьмите себе панцирь черепашки, и ей также можно полакомиться, ведь игра нас в еде не ограничивает. Только не умри, подсказывает она нам. Здесь у нас задачка посложнее, но вечер близко, нужно проявить себя лучшим в мире водоплавающим существом на земле и доплыть к лодке быстрее акулы, уже поджидающие нас. Но так как мы не быстрое существо, получаем мы от нее в любом случае. Но 1-2 раза. Следим за здоровьем. Проверяем моторику рук нашего подопытного, каждый раз как первый, и страшно так же. И попадаем в лодку к новому спящему другу. Он угостит нас пайком и даст пистолет, которым срочно нужно удалить акулу из игры. Хотя вряд ли это вам поможет, потому что новая появляется довольно быстро. Пары-тройки пуль достаточно, и мчим обратно с такой скоростью, как будто за вами мчит орда акул. Ведь так и есть. Задержитесь после смерти той акулы и сразу поймете, о чем я говорю. Возвращаемся к нашему собрату-помощнику, и уже почти вечер. Сделаем еще немного средств для самозащиты, разожжем огонь и проведем веселый вечер, как ни в чем не бывало. Добавим к этому работенке для нашего сникерса, а то стоит без дела, а уже полигры прошло. Не знаю, как вы, а я под милый и прекрасный рассвет поспешил за ачивкой олененка. Благо я меткий стрелок, научился в Форесте, и по дороге нашел еще пару палаток. Но это не обязательно, хотя здесь я нашел кастрюлю, с которой приятнее выживать, и главное, легче. Есть кастрюлька, значит есть средства для рецептного творчества, господа. Там была еще антенна и лампочка, но они нужны скорее для профессионалов своего творческого дела. Для прохождения они никому нафиг не нужны. Это просто ваше развитие, как сделать электрический забор, например, или вкрутить лампочку. После всего бежим сломя-нос к Кельвину, к нашей первой точке жизнедеятельности, где мы сможем прожить несколько дней. Но это не обязательно, ведь для прохождения достаточно всего, что у нас есть в инвентаре, и даже с излишком. К третьей сюжетной точке мы не бежим, так как нам нужна лопата, ее мы достаем из одной из сюжетных пещер. Перед этим пройдя еще пару таких же сюжетных локаций. Как я и говорил в прошлом ролике, возле каждой точки спауна есть локация монстров. Вот одна из них. Давайте одолжим у них несколько вещей навсегда, пока не поздно. Здесь первая точка спауна и одна из сюжетных пещер.
Еще ради приличия заберем с ближайшей точки моноцикл для идеального прохождения и приступим к постройке. Закончили с творчеством и дальше к сюжету. Кстати, пока строили, всего 9 часов на это ушло. К нам уже вошла в доверие миссис Вирджиния, было отогнано пару десятков отрядов зубастых обезьян и съедено много железа. Да, еще нас встретила зима, и я приволок машину. Просто люблю творчество. А вот и сюжет. Если хотите прям хорошо его пройти, вы же должны быть в курсе событий и того, что здесь есть и демоны, и фанатики, не только простые посетители и лица нетрадиционной пищевой ориентации. Вы должны быть в курсе. Здесь вы наткнетесь еще и на лодки, где найдете первые записи о том, что происходит на острове. Постарайтесь всмотреться. На пути вам еще несколько раз встретится такой контент, и вы, по крайней мере, знаете, зачем на острове еще какие-то лысые ребята, напоминающие монолит Сталкера или ходоков песни Льда и Пламени. Продолжаем. А вот и первая пещерочка. Ненавижу. Погнали. По правде говоря, в этой пещере вам не стоит ничего опасаться. Здесь нет ничего, что может хоть как-то вас шокировать. Мы к ней еще вернемся, но вы можете сюда заскочить, чтобы забрать себе свежей еды и материала. Да, чуть не забыл. Игра построена на ключ-картах и хорошем обмундировании, иначе вы ее не пройдете. Но поверьте, эта игра очень увлекательна и загадочна по всем пунктам. Так что первым делом не забудьте взять оружие настоящего мужчины, а точнее топор, он будет лежать на этой точке карты. Приступим к прохождению всего подземного мира и ее оставшегося сюжета. Первая пещера, через которую нам необходимо провести свою нервную систему, находится здесь. Нас ожидают здесь лужи, много разного материала, немного еды и, конечно, люди. А точнее то, во что они превратились. В пещерах мы будем находить разные листы с информацией о происходящем на острове и понемногу узнавать остров целиком. Все здесь создано и направлено только для того, чтобы вас напугать. Здесь также вы встретите слизняка, но не переживайте, так как он постоянный посетитель пещерного Бургер Кинга, сложностей не возникнет, если вы не подойдете к нему вплотную. Просто взорвите его рядом лежащей бомбой, игра все для вас уже сделала. Дальше нас ждут еще пещерные жители, в том числе вы встретите очень тяжело убиваемых бывших дам нынешнего века Фореста. И парочку семейных пороголовых созданий. Как можно было в такое превратиться? Я не понимаю. На брудершафт, что ли, выпили? Ну и, конечно, на вашем пути будут мелкие игроки World of Tanks. С ними будьте всегда осторожны. Впрочем, едем дальше. А дальше снова монстры, снова пыль в глаза, дети и опять монстры. Так мы доберемся до нашего трассометра. Очень важная вещь в игре, хотя, признаюсь, его я долго использовал просто чтобы побаловаться и построить себе огромные башни. В прошлых стримах вы все можете увидеть.
Следующая пещера нам жизненно необходима. Без нее мы не пройдем больше ничего из сюжета. И находится она как раз возле первой точки спауна. Давайте знакомиться с местным населением. Двигаемся все время прямо. Здесь мы найдем очередной лист с информацией, а пройдя чуть дальше, нам придется тяжело потрудиться, чтобы разбить войско, и никак иначе это не назовешь. Войско пещерных слепней и туземцев. Затем снова длинный коридор, за ним будет немного материала и пару-тройку пугающих скелетов. Затем снова слепни и снова голова-плечи-жопка. После того, как все они устанут и лягут спать, мы двигаемся в сторону дискотеки, немного развеем страх красивой музыкой. И продолжаем путь. Чуть дальше мы встретим несколько карапузов и уткнемся в тупик. Он-то нам и нужен. Нас ждет заманчивая анимация ползающего слизняка и шокера. Но мы здесь не за ним. Возвращаясь обратно, нам нужно повернуть направо и продолжить путь. Так мы спокойно дойдем до спуска в интересное место. Здесь нас ждет водоем без монстров, но как нам выбраться? Возле водоема мы и находим сюжетный акваланг, который так нам дорог и жизненно необходим. Но именно этот водоем нам и нужен. Но не думайте, что здесь никого и ничего нет. Здесь обитает очередная зверь-акула, и при моем первом прохождении их было вообще 2. Избавьтесь от нее, или она избавится от вас. Дальше никаких проблем не встанет у вас на пути. Смело ныряйте и плывите на выход из этой мертвой пещеры. Признаться, было очень страшно лезть туда в первый раз, не зная, что меня вообще ждет дальше. После того, как вы выплывете, можно смело продолжать путь к 3-й сюжетной пещере. Но финал прохождения и весь оставшийся путь я выпущу уже в следующем ролике, последнем ролике по этой игре. Вам же спасибо за просмотр и внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если ролик был полезным. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видеоролике и пока.